Так, ну, всем привет, друзья! Добро пожаловать в Евротрак Симулятор 2. Если меня видно, слышно, это хорошо. Точнее, не видно, слышно. Пока без камеры, просто с микрофоном. Вчера записывал первую часть. И оказалось, что микрофон у меня все это время был выключен. Поэтому... Так, сейчас я обновлю, проверю. Вообще меня слышно, не слышно. Вот. Я уже специально проверяю с телефона. И оказалось, что микрофон у меня все это время был выключен. Все отлично. Так, с небольшой задержкой. Ну что, поехали. Так, добро пожаловать еще раз в Евротрак 2. Очень громко сейчас музыка. Сейчас я ее сейчас слушаю. Так. Итак, главное окно программы. Да, сразу хочу сказать, что я с самого старта начинаю писать, когда уже успел немножко поездить, взять первый кредит, взять первую машину Ивека, на ней отбить кредит. Потом вчера я уже записывал, как я на этой машине доехал до Питера, купил второй гараж, нанял водителя, поехал потом искать автосалоны, чтобы себе купить машину на замену, а на той, который ездил на первой, отдать наемному рабочему. Так, ну чё, заходим в игру. Так, мы сейчас в районе Пскова. Сразу скажу, что начинал я из Австрии, из Вены. Начинал я из Вены, потому что у меня был только стартовый пакет и дополнений не было. Также я, конечно, начал бы сразу с России, поэтому если вы будете смотреть сейчас мою машину, там должны быть австрийские номера. Вот, потому что основной гараж у меня находится в Австрии, в Вене. Не знаю, как можно или нельзя поменять основной гараж. Наверное, надо вначале заработать на улучшение основного гаража, занять тот гараж свободным водителем, и потом уже начать вот такой австрийский гараж. Да. Давайте быстренько пробуем. Обновление улучшения. Ставим нужно покупаем. Здесь мы видим историю развития. Все опыты, как они набирались, сколько реального игрового времени прошло. Здесь, соответственно, вот навыки. Значит, по навыкам я вначале развивал безопасность, чтобы было какое-то разнообразие перевозки. Вот, потом стал как раз развивать дальность расстояния, чтобы получать больше денег, больше времени проводить за рулем. По поводу управления у меня роль лучший трек Mamo Racing, вот, в принципе, самый лучший трек. Вот, потому что вот если в эту игру играть без руля, вообще, по-моему, невозможно. Вот. Насколько громко музыка, по-моему, в принципе, не сильно громко. Я вот это как настроил. Ну, попробую сегодня немножко проехать, показать, что из себя представляет игра, как вообще можно практически с нуля развиваться. Вот это автосалоны, я как раз вот в Дальше был, там купил. И сейчас я в Пскове нахожусь, от Пскова готовится груз. В принципе, вчера трансляция на этом, в принципе, закончилась. Значит, здесь есть машины для новиков, сейчас уже для ДАФа.
Значит, что у меня? Вот у меня есть персонал, вот мой наемный рабочий. Он сейчас в пути везет из Питера пустые бочки в Псков. Как раз мы здесь, наверное, и пересечемся. Вот его мой прицеп, который простаивал в последнее время, но сейчас, надеюсь, он будет работать и зарабатывать немножко денег дополнительно мне. Вот. Ну что, переходим сюда. Да, я еще что не показал. Я еще показал, что здесь у меня сейчас взят кредит на покупку гаража. Соответственно, 28 миллионов рублей. Я как бы все настройки сделал, чтобы были в рублях. Ну, так как-то удобней. Вот. Много разных настроек. Можно в долларах ввести, в евро, вообще в любой валюте, которая удобно. Вот. Ну, соответственно, тут есть почта. Вот, новые маршруты. Салон Вена. То есть вначале я как бы ездил вообще наемным рабочим. Сейчас уже на своем грузовике. Вот. Здесь еще вот есть кадровое агентство. Можно еще какого-нибудь водителя нанять. Но проблема в том, что у меня больше нет свободных грузовиков. Если посмотреть гаражи, да, есть вот в Вене гараж, он одноместный. Тут, соответственно, и есть еще гараж в Петербурге, где 3 свободных места и 1 водитель. Но, соответственно, только 1 грузовик, но сейчас достаточно ограничен покупку следующего грузовика и наем водителя. Пока как нет людей. Вот состояние грузовика. В принципе, я его только новым взял, поэтому нормальный. Прям новый. Вот. Сейчас мы, соответственно, давайте посмотрим по карте, где происходит. Соответственно, еще у нас надо посмотреть, где наш водитель еще присутствует, да? Вчера прям на карте видел, он прям ко мне приближался. Так, музыку я пока стандартную оставлю. Взять вот персонал, да? Вот по карте. Вот он сейчас глухо. Вот, приближается ко мне, может быть, скоро пересечемся. Я Петербурга едет в Псков. Все есть в данный момент. Думаю, не стоит откладывать в долгий ящик. Надо посмотреть, какие у нас тут грузы есть. Грузы, в принципе, можно смотреть как, выбирая здесь прямые перевозки, либо внешние заказы. Если у вас нет грузовика, можете брать заказы агентств, например, этот грузовик передать кому-нибудь еще. Но после покупки я рекомендую все-таки ездить на своем грузовике. Вот у нас есть место для отдыха, здесь заправка, есть еще вот местечко, где можно взять, например, груз. Вот, можно посмотреть, что здесь. Soil, да, то есть самый ближайший перевозчик, который сейчас находится рядом с нами. Вскоре также вот есть другие перевозчики, поэтому надо посмотреть, что они предлагают. Но для всего вот этого необходимо сейчас перейти в грузовик, смотреть. Хорошего пути. Так, что у меня с калибровкой руля.
посмотреть, что здесь предлагают к перевозкам. Так, внешние заказы. Псков, Турку. В Финляндию мы еще не ездили, и на паром я паром еще даже не видел никогда, поэтому может быть самое выгодное предложение по цене расстояния, да, 130 километров. Есть поближе в Риге, я уже был, можно вернуться в Петербург посмотреть. Соответственно, паром. То есть, ну, это вот конкретно этого перевозчика заказ, чтобы далеко никуда не ездить. Вот. Деревянные палки. Деревянные палки. Кстати, я предлагаю вообще посмотреть, что есть в Пскове, да, не конкретно у этого перевозчика, а у всех. Ну вот. Псков. Тракторы интересно перевозить. Вот карту уже как-то я уже всю Эстонию вчера объехал. Хочется что-нибудь в Финляндию интересно поехать. Я еще в скандинавских не был странах, соответственно, эта часть меня еще не изучена. Поэтому сейчас посмотрим. Наверное, Финляндию. Вот. Можно еще посмотреть грузы внешних заказов, то есть там синхронизируемся с записью внешние заказы в основном компания предлагает бесправные грузы. Да, способен поехать в Финляндию через паром, мне кажется, это достаточно интересно должно быть. Поэтому сейчас опять выбираем внешние заказы, да. Вот Псков тут, да, заплатит нам 1 000 000 рублей, почти 957 тысяч. Вот обычный заказ. Деревянные палки. Берем в работу. Смотрим сейчас, что это за грузы, как вести этот принцип. Так, немножко провисает интернет. Он вроде прогрузился. Так, все, задание. Начинаем движение. Вот. Везем наше дерево в Финляндию. Поехали. Впереди нас ждет 25 интересных километров и 10 часов игрового времени на транспортировку. Да, взял шикарный салон. В первом видео без микрофона было, но там видно было, как я долго пытался определить, что там с салоном у меня. Вот, пытался выбрать тот, Налево. глаз, и смотрелся достаточно богато и недорого, потому что все-таки кредитные деньги — это небольшое ограничение бюджета. Сейчас отобьем вот второй кредит как раз с гаражом. Вот. Ну вот сейчас первая доставочка, я, наверное, этой доставкой и ограничусь. Сегодня трансляция будет только из одной доставки. Вот. Приготовьтесь к повороту направо. Думаю, первый паром, я до этого никогда паром не проходил, поэтому буду смотреть. Поверните направо. Первый паром. Так. Машин нет. Опять же, вот очень хороший тренажер, чтобы посмотреть, как оно вот в грузовиках, для тех, кто
реально никогда не ездил, потому что управление, ну, совсем другое, нежели в легковой машине. Кстати, надо попробовать еще вот именно симулятор City Car Driving, посмотреть, насколько там реализована ну, управляемость машины. Сейчас как раз до 14 мая на них скидка. Можно там за 180 рублей купить полностью всю игру в Steam, то есть официальную, лицензионную. Это достаточно дешево, то есть 75% скидка. Я, наверное, приобрету и, может быть, тоже начну. Двигайтесь Всё. прямо. На легковых автомобилей. На легковых автомобилях. Поверните потому что направо. это тоже очень интересно. Вот, но... Вот. Интересно было, конечно, на Кипре ехать с правым рулем. Это колоссальный вызов для Дании как раз. Очень похоже на российский город. Тут вон УАЗики. Двигайтесь прямо, затем поверните УАЗики направо. встречаются, Нивы. Поэтому... Поверните направо. Так, у меня вроде уступки дорогу было. Ну, я на всякий случай притормозил, посмотрел. Сейчас не заметил там знак. На кольце По-моему, второй съезд. дорогу. Так, здесь у меня главное. Здесь я должен уступить. Ну, Сейчас съедьте. да, начинал я играть на автомате. При этом у меня не был настроен руль. Как оказалось, Windows 10 ну, старые рули находит, они работают, но работают некорректно. То есть у меня не было ни вибрации. Постоянно руль возвращался в центр, то есть он был совсем неуправляемый. Скачал Двигайтесь прямо. драйвера официальные с сайта. И после того, как поставил драйвер, он заработал корректно, то есть появился и force feedback, и отдача, то есть вибро, то есть все есть. Так, а этому налево надо. Ну вот, стандартная ситуация. Думал, всех сделал, а оказывается попал. Вот, еще уже даже на желтый проезжаю, уже даже почти на красный. Вот, хорошо, штраф не выписали. Ну, я уже начал маневр, поэтому, в принципе, тут нормально. Справа никого нету, да. Да, еще... Держитесь левее, затем поверните налево. Наушники с трекером, чтобы можно было головой вращать. Поверните налево. Game Tricks называется, но как-то они особо не заработали у меня. Поэтому сейчас Держитесь правее. их использую в качестве наушников и микрофона. Вот, без поворота головы, может быть, потом получится как-то настроить. Но как-то сомневаюсь, потому что технология уже достаточно устаревшая, компания Держитесь разорилась. правее. Обновлений к этим наушникам уже не выпускают, поэтому использую их просто как наушники. Ну вот с правой стороны справа у меня такая большая камера, чтобы трекер отслеживать. Вот попробую их еще откалибровать и настроить. Так, у меня превышение скорости немножко сбросим, потому что здесь иногда бывают камеры. Ну, честно говоря, в России мало камер. В Европе тут же чуть превышаешь, тут же штраф тебе прилетает. Вот. Сейчас доедем, кстати, до финской границы, посмотрим, как там дальше в Финляндии с камерами. Вот. Сам лично вот был в Выборге только.
получается, Приготовьтесь к вторичном повороту транспорте направо. перемещался. Из этих краев. Поверните направо. Соответственно, вот у нас такая граница. Грузовики все поворачивают направо. Легковые все едут прямо. Сейчас мы на взвешивание пойдем. На проверку, на таможню. Вот. Ну, это, по-моему, стандартно без Пскова. Так, нам все равно за кем-то придется в очередь становиться. Ну, сейчас встанем. Включим первую передачу. Так, проходим там. У нас выписалось правопорядка в форме ДПС. ДПС, да. Проверили у нас документы. Все в порядке, счастливого пути. Поехали. А здесь вот в Дафе, в отличие от Ивека, очень быстрые Приготовьтесь к повороту направо. переключения прям до 8-й передачи. Поверните быстро, да. направо. В Ивека немножко по-другому коробка была настроена. Вот, сейчас мы здесь пропускаем. И... Да, и поскольку Маму немножко так спортивный руль, тут 2 педали, вот, уже начинаешь привыкать, что тормозишь ты левой ногой, газуешь правой, как в Формуле 1, можно сказать. Вот, рассчитываю, что скоро, может быть, попробую руль с 90 градусным, там это, наверное, тут же будет, поскольку у меня есть точка лучше тековская. Вот, либо G27, либо G29 попробую вот на таких еще рулях покататься, вот, посмотреть, как на них. Так, опять у нас тут таможня. Даже Enter. Вот. Переключаем передачу на первую. Можно нейтралку вообще включить. Да, тут уже другие пограничники. Европейские. Вот, все, поехали. Так, это мы на территорию какой страны въехали? Давайте сейчас посмотрим. Да, это стандартная. Вот сейчас Пскова. Здесь отдохнуть уже до конца там доехать. Поехали. Просто уже поедем ночью. Давайте доедем до ближайшего города, когда уже. Да, короткая передача. Вот сразу мы только стартанули уже на 5-й, 6-й, то есть 7-я, уже 8-я, то есть как бы проглатывает. Вот, если я, например, на Ивека ездил практически всегда на 8-й, 9-й, то здесь, на этой машине, я, условно, при той же скорости, в основном, там, с 10-й до 10-й катаюсь. То есть она тянет именно так. Плюс тут еще двигатель помощнее. Вот, доход водителя. У нас есть, так, водитель повысил свой уровень. Ну вот, у нас первая доставка уже внешнего водилы. Можно сейчас посмотреть.
посмотреть его статистику. То есть у нас пошли, На кольце третий съезд. пошли доходы от нанятого персонала. Это уже плюс. Сейчас, наверное, перед тем, как остановиться, Сейчас сон. съедьте. Посмотрим статистику. Что у нас заработал? Вот наш гараж в Петербурге, вот наш водила. Прибыль. Так, Кольце второй съезд. да, я тормозил. Сейчас съедьте. Да, коробку я переключаю лепестками. Уже так удобнее. Потому что она не механическая, а именно сегментальная. Вот сегментальный. Мне не очень удобно пользоваться этим рычажком. Поскольку он на Citroёне у меня робот, я уже привык к переключению передач лепестками. Очень удобно. Двигайтесь прямо. Мне кажется, намного удобнее, чем рычажок КПП. На кольце второй съезд. Так, это был первый съезд, а у нас второй. Сейчас съедьте. Так, у нас уже водитель, я так понимаю, вставать. Сейчас посмотрим. 6. Ну, в принципе, еще можем проехать тотально, наверное. Либо чуть дальше. Смотреть. Давайте посмотрим карту. Где у нас ближайшие еще места отдыха. Вот здесь и дальше еще вот здесь. Ну, наверное, на выезде из города отдохнем. Либо уже в Таллине. Вот, либо здесь. Ну, не знаю, сколько там еще до Таллина. Наверное, на выезде из города, пока этот проезжаем. Пунктик. Так, вот 9, да, я привык. На кольце 8-й. второй съезд. 9 едет. Сейчас съедьте. Да, слышите, водитель начинает уставать. Сразу скажу, что Двигайтесь можно прямо. эту функцию отключить, но с ней играть вообще, чем больше мы включаем разных вот таких вот фишек, типа механической коробки,
усталости водителя, там, штрафа за нарушение, тем игра становится интереснее. Поэтому не рекомендую отключать эти опции. Может быть, с отключенными опциями, какая красота, речка. Играть будет интересней, но когда эти опции отключены, не так интересно, но зато, может быть, развитие быстрее будет. То есть окупаемость, ты не тратишь деньги на штрафы, именно используешь все накопленные средства по назначению. Так, ну еще у нас место отдыха. Пока у нас не красное, когда у нас красное, это уже критично. Что стоит с этим играть. Все равно нам, скорее всего, придется как-то отдохнуть, но, скорее всего, на стоянке, водитель зевает. Все, мы отдыхаем. И уже после отдыха продолжим. С нас кредит списали, да? Да, произведена выплата по кредиту. Вот у нас осталось 5 миллионов на все про все. Так, заводим машину. И трогаемся. Седьмой передачи, конечно, так себе трогаться лучше. Лучше с первой. Так, надо нам заправиться. Да, в принципе. Стрелочка бензина. Ну, давайте попробуем заглушить. И попробуем залить бак. Да, вот, то есть имитация там, расхода топлива. То есть это все придает игре какой-то особый привкус реализма. Да, вот еще с нас списали деньги за топливо, соответственно, у нас уже стало 4 миллиона 900 тысяч. Так, нам надо фары включить. Я на этой машине еще не ездил. Ночью. Такая красивая красная панель. Двигайтесь прямо. Ну, короче, да, интереснее машина, чем Ивека намного. Вот. Но я просто думаю, что Ивека у меня была самая простая машина. А DAF уже как бы второго уровня машина. Поэтому, может быть, более продвинутый Ивека тоже будут хорошими. Но для продвинутых машин какой-то 3-4 эшелон необходимо 14 опыт иметь. Я пока 12 помню. Вот, соответственно, загорелись стрелочки. Я сейчас только-только увидел показания, где у нас топливо находится. Вот. И стрелочек я как-то не замечал. Стрелочки на спидометром. Такая красненькая. Здесь уже даже новый компьютер есть. Хотя, в принципе, век он тоже был. Но вот до 12 еду, здесь лимитатор походу стоит. Просто так. Скорость не так. Штраф списали, 40 тысяч штрафа. На ровном месте. А вот о чем я говорил. То есть, как по России едешь, камер нет. Как только выезжаешь из России, любое превышение тебя фиксирует на камеру, тут же штраф снимает. Вот. Но игра, опять же скажу, в 2016 году делалась, когда у нас не было такого количества камер. Сейчас уже, наверное, если бы сейчас делали игру, то, наверное, и в Питере бы снимали деньги тут же с камер за нарушение скорости. Хотя, в принципе, в России еще возможно 20 километров превышать. Вот, а здесь прям буквально 3-4 километра превысил, все, штраф списан безбожно. Вот. Так, 12-я как-то
На кольце второй съезд. Сейчас съедьте. Я уже 40 едем, 50. Двигайтесь прямо. Что ты? Теперь в 77 тысяч списали. Я так с этими штрафами вообще нормально своего груза не выйду. Так, ну, это мы просто в город ехали, да, и он тут уже начал списывать все. Так, здесь моргающий желтый. Да, в Таллине. Таллин такой дорогой город оказался. То есть я, наверное, нарушил больше, чем даже на 40 Держитесь правее, затем поверните направо. Так, и здесь моргающий желтый. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Вот и века так не разгонялся, я так это лихо не гонял, лихо так штрафы не получал, как надо. Вот. Ну ладно, сейчас посмотрим, как у нас переправка через паром, как это выглядит. В этой игре я еще через паром не переправлялся. Было бы интересно. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо, затем продолжайте движение прямо. Двигайтесь прямо. Да, в городе, конечно, Поверните налево. надо давно трассы. Двигайтесь прямо. Ну, с другой стороны, хорошо, что мы в такой город ехали ночью. Вот смотрю, все желтые моргающие На светофоры, кольце потому что второй съезд. когда я вчера был днем здесь было очень много машин, даже небольшие пробочки скапливались. Светофор. Так, Сейчас съедьте. сейчас смотрю, никого нет в городе. Все светофоры в открытом режиме. Машин нет, проезжать не хочу. Главное скорость не перенимать, а то штрафы здесь вписывать только так. Ну вот хорошо, что передохнули так опять. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Держитесь правее, затем поверните направо. При этом здесь можно с седьмой передачи разгоняться. Поверните практически направо. Так же, как и с пятой. То есть, и века я не мог вообще разгоняться. Поверните налево. Если ты там на пятой передаче не пришел на пятую передачу, то есть остался там на седьмой, ты вообще Приготовьтесь не к разгонишь. повороту направо. Так, все, теперь поворачиваем сейчас направо. Право, приехали. Поверните О, направо. Так, куда нам?
Ищу новый маршрут. Расчет нового маршрута. Попадаем. О, все. Теперь попадаем на вход. Все, мы здесь вместе с остальными. О, так. Таллин, Хельсинки. Отправление. Пожалуйста, выберите пункт. Таллин, Хельсинки. Пункт стоимость 30 тысяч. Ну, в принципе, Изменение маршрута. много стоит в сравнении со штрафами, поэтому все, ура, мы в Хельсинках, все, я думаю, сейчас с Хельсинок до Турку доедем. Все, добро пожаловать в Хельсинки. Привет, иностранец. Ты передачи с которыми я читал, да? Все, как говорится. Были в одной стране, оказались в другой. Так. А вот это я зря, наверное. Это сюда. Что тут с моим прицепом происходит? Приготовьтесь к повороту направо. Так, здесь тоже превышать нельзя, да? Поверните направо, затем продолжайте движение прямо. Так, он меня пропускает. Спасибо, братан. Мне сейчас встречный ехать. Двигайтесь прямо. Поверните направо. Трамвай. Я не помню, где-то еще были трамваи. Не был нигде даже в Вене трамвая путей не было. То есть, ну, реально Скандинавия лучше уже прорисована. Как 52. Так, я хорошо смотрю, да, трансляция идет, это хорошо. Трансляцию. Вот, нам осталось, в принципе, 222 километра. Держитесь левее. В принципе, скоро приедем. Основная часть пути уже пройдена. Я имею в виду, наоборот, поехали. Так, красивые тут автобаны. Если реально тут прорисованы вот озера пошли. Вот, Скандинавия. Я слышал, что Скандинавия здесь прорисована красиво. Вот, поэтому хотелось бы побыстрее тут
оставаться. Вот, получается, Держитесь правее, трансляция. затем съезд Уже с справа. микрофоном. Я Съезд здесь и справа. оказываюсь. Так, съезд направо, погнали. Вот. Так, 80. 80 ограничение 80, а я тут еще 60 еду. В принципе, нормально. 50 уже включить передачу. Да, есть некоторые заморочки с коробкой, но опять же, поверьте, так интереснее играть, ежели ты просто на автомате без переключений. Ну, реально просто тупо крутишь влево Держитесь баранку. правее, затем съезд справа. Условие, что это практически игра, Съезд справа. когда ты выезжаешь на трассу, и трасса прямая. Так, Поиск нового маршрута. я заговорился, пропустил немножко рот и получил очередной штраф за превышение. Зашибись. Ай, так. Так, вот. Ай-яй-яй. Так. Нарушать. Лучше не стоит. Лучше стоит за превышение. Баланс. Здесь больше камеры не попадется, потому что у меня машина просто с горки разгоняется, я уже газ не держу, она просто летит у меня. Вот. Ну, разведки здесь, кстати, похожи на российские. Такие же бабочки. Держитесь левее. Как и... Сейчас не сюда. Здесь нету. Ну вот, я с горки съехал, теперь надо газ прибавить, иначе он совсем встанет. Держитесь правее, затем съезд справа. Да. Немножко я себе удлинил маршрут Съезд справа. и получил очередной штраф. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. И по бабочке катаемся. Да, вот, кстати, в этих поворотах иногда, когда идешь с превышением, машину можно перевернуть. Это не легковая, поэтому здесь на скорости чревато устраивать крутые виражи. Так, теперь опять не пропустить поворот. При этом я веду трансляцию на ютубе, вроде прогружается как-то. И это хорошо. Так, 87, 86. И вот так вот от 5 миллионов остается 4 миллиона 700. Просто несколько штрафов свои и все. И вперед. Но ничего, мы сейчас доставим груз, нам 950 тысяч прибавим. Поэтому ничего страшного. Отработаем эти деньги. Так, опять выше. Да, кстати, после того, как драйвера обновил для руля,
педали вот нормально. То есть теперь педали работают как надо, а то необходимо было до конца давить педаль, чтобы она тормозила, до конца давить газ, чтобы он начинал газовать. Сейчас можно степень нажатия регулировать, поэтому ставьте драйвера. Так, или, наверное, стоит свет включить. Так, я в туннеле превышаю скорость, да, в туннеле особо камера останавливается. На этот раз вроде стараюсь пользоваться, потому что иногда так лихо летаешь, кто-то еще едет, и ДТП списывает деньги. Плюс еще вот нам уже надо ремонтироваться. То есть все с вытекающими последствиями. Кстати, тут рядом ремонтная мастерская есть. Интересная разметка, она вроде как. Значит, с одной стороны нельзя заезжать, с другой стороны можно. И желтый. Чуть-чуть приторможу. При этом Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. главное проморгать, ехать совсем в другом направлении. Спокойно. Держитесь левее. Не доедет грузовик. Мы его опередим. Все, осталось вот 34 километра, мы практически доехали. И 950 тысяч Приготовьтесь к повороту налево. заработали. Неизвестно, сколько при этом потратим. Минус штрафы. Поверните налево. Считать. Большое повреждение было, когда я хотел посмотреть, идет трансляция или нет. Поэтому нам еще ремонтироваться и неизвестно, сколько станет ремонт. Ну все, мы практически доехали. Уже финиш. Приготовьтесь к повороту направо. Остановка. Флажочек красный. Так. Это тоже Поверните туда едет. направо, затем продолжайте движение прямо. Вот мы и Двигайтесь прямо. пятую вспомнили. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Вы прибыли. Ну, открывай. Придется очень резко, наверное, заезжать.
Так, где у нас застрял? Как такой въезд сделать, а? Да. Так, погнали. Сюда легкая, сюда сложная. Давайте легкую. Сюда. Прицеп прошелся. Вроде как бы, да. Мне как-то нам сложно парковать. Легкую. Что экспириенс нам нужен. Все? Уже? Все равно. Так. Нравится мне эта штука, которая крутит. Все. Так, работали, да? Вот 5700 наши текущие дела. Смотрим, что нам персонал заработал. Сейчас в Питере ищет прицеп. О, прицеп поехал. Он взял прицеп, решил прокатиться на нем, да? Вот он периодически даже использует, его оставляет хорошо, значит у нас начинает прицеп работать. Непонятно, несет доходы или расходы. Потому что здесь средняя прибыль есть, но у меня день стоял, поэтому может быть из-за этого минус показывает. Вот.
Начинаем движение. Так, то есть, а мне вот да, говорят, что надо еще 60 километров проехать, да? Так, я пиздую еще пока. Давайте. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Если он просто едет, просто реально. Что из десятки разделится. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Я сильно разогнался. Ну, На кольце третий съезд. бум. Сейчас съедьте. Третий. Второй все равно нельзя выезжать. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Очень интересно, здесь терминалы сделаны сбоку. Приехали. Конец пути. Называется, что невозможно было. С прицепом легко повернуть. Что у нас? Камушки. Камушки, камушки, камушки. Ну, Поехали. ну еще стой, не стой. Поверните налево. Ладно, всё.
На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Так. Этот груз мы быстро доставим. Здесь окажемся в самом центре города. И посмотрим там мастерскую. Держитесь правее, затем съезд справа. Потому что машина Съезд справа. держать в чистоте, в надежном состоянии грузовая. Лучше, конечно, техническое состояние. Важно, чтобы приносило дальше время. Так, 5725, например, нас скоро водила. Там тоже доставим. Недолго осталось. На красный не проехал. Держитесь левее, затем поверните налево. Наверное, там где большая цистерна стоит, да? Поверните налево. Да, наверное, Держитесь это правее, Z20, затем поверните даже направо. рядом с КПП. Механическое. Поверните направо. Интереснее играть. Бум. С 90 градусов. Кадровое детство. Вопрос. Пятый салон. Я успел проскочить до красного. Так, дальше еще один. Двигайтесь прямо. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Если это город, то какой-то странный. Что вам, мне кажется? Большое здание. Например, в отличие от Хельсинки, очень небоскреб. Не помню, как он подшит. Тут написано Токко. Приготовьтесь к повороту направо. Так, да,
Поверните направо. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Все, я уже проехал. Успел, как говорится. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Здесь хотя бы не сразу ворота. Вы прибыли. Да, наверное, проще. Так, а там не проще. Ну, это попроще. Надеюсь, мы проходимся. Уже сразу. Нет, ровненько даже, да. Так, ну где наш перец? Все еще да? Почти доехал. Ну ладно, так. Нам надо здесь искать. Так, Начинаем движение. здесь есть что-то интересное проверить. Enter. Так, здесь только внешний.
Поверните налево. Нам бы сохраниться на всякий случай, да? Текущие результаты. Приготовьтесь к повороту направо. 82 километра. Поверните направо. Внутри одного города. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Теперь очень просто. Тормоз, да? Двигайтесь прямо. Да, светофоров здесь полно. Расстояние огроменное. И доехать не доезжать не быстро. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту направо. Машинки везут. Доход водителя 107. Вот, значит, для этого был все-таки реально минус. Теперь плюс. 16,6 миллионов. Поверните направо.
Держитесь левее. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Ну все, наконец-то у нас мастерская. Заремонтируйте. Опять превышение. Вот тут прям Приготовьтесь к повороту направо. километрами ехать быстро нельзя. Поверните направо. Направо. Приготовьтесь к повороту направо. Так, вот наша мастерская направо. Поверните направо. Приехали на выкладку. Так, ну давайте посмотрим, что мы можем сделать в сервисе. В сервисе давно хотел большой тюнинг провести. Так.
Да, ты прикольный. Прям смотрится шикарно. Когда я их поставил. Автосалон Вольво. Это очень интересно. Посмотрим, Вольво. Так. Вольво машина. Следующей машиной. Так, всё. Отдыхаем и справимся. Потом нам в гостиницу поехать. Гостиница. Очень хорошо. Все, качество отдохнул. Наступила ночь, доход у нас еще 68. Ну что, еще работаем.